Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вот и наступил Новый год, новый месяц. А, Первый влог, хобби-влог в этом году наступившем. Еще раз всех с наступившим Новым годом, годом тигра. Всем счастья, здоровья, любви, творческих каких-то успехов, вдохновения. В общем, всего-всего самого лучшего, ребят. Ну что, я хочу сегодня дораскрашивать все-таки свою мореолу начатую. Я показывала, я начала красить вот эту вот девушку. Наверное, не знаю, хорек у нее тут, писец, хорек или что. Не знаю, они все похожи. Куница, еще что-то. В общем, буду красить. Пока не определилась. Я все никак не определюсь, каким он будет. Поэтому как-то все. Я прошу прощения, соседи, это кошмар какой-то. 9 часов вечера начинается этот грохот с занятия спортом. Бесполезно ругаться. Ну и, честно говоря, молчать уже нервы сдают. Ну, в общем, ладно. Пытаюсь докрасить. Хочу сегодня все-таки раскрасить этого красавчика мужчину. Так, ну что, хочу вам показать, что я хотела еще сегодня вам показать. Хотела показать, я закончила все-таки 2 иллюстрации. Ой, прошу прощения, толкаю стол. Как и планировала, закончила свою девушку осень. Может, не так, как мне хотелось бы ее закончить, но я ее все-таки закончила, девчонки. Вот такая получилась девушка у меня. Я ее доработала. Очень сложно, оказывается, когда уже какой-то карандаш нанесен, да, что-то поверх наслаивать делать, очень тяжело. Не знаю почему, потом он тяжеловато как-то наслаивается, потому что именно карандаши здесь не виноваты. Именно как карандаши. И мне кажется, то, что нанесла, он в таком виде, видимо, уже плохо наслаивается. Ну, в общем, мне было сложно. Потому что этими карандашами, и лирой, и какими-то другими, я здесь постоянно крашу, то есть как бы проблем не было. Была проблема именно, когда я начала пытаться наслаивать уже на нанесенный год назад сюда карандаш. Вот такая проблемка у меня. Ну, хотя, может быть, но здесь не сказать, что бумага натружена. И здесь вот, кстати, тоже нужно что-то с фоном все-таки решить. В общем, доделала эту девушку. Довольна, в принципе, результатом. Получилась такая осень. Ну и доделала я свою девушку аватаром. Тут, конечно, все сложнее. Я показывала в прошлом влоге, что у меня все протекло достаточно сильно. Здесь все протекло. И я не знала, что вообще будет с ней, сделаю ли я что-то с ней. И я уже была готова заклеить, убрать эту страницу. Но в последний момент решила, что все-таки нужно как-то ее раскрасить из уважения к ней. Это была самая-самая первая иллюстрация, когда я начинала ее красить. Вот какие-то моменты, когда только купила книгу, и поэтому, конечно, да, было жалко. Карандаши не хотели вообще наслаиваться сюда. Не то, что наслаиваться, они даже рисовать в некоторых моментах не хотела. Или вот даже где-то видно, я уже белой гуашью так припорошила, чтобы ну, хоть как-то исправить положение. В общем, все, что можно было из нее выжать, я попыталась выжать, я выжила, насколько могу, насколько у меня это получилось. Ну, в целом, не знаю, не скажу, что это прям получился шедевр, но, по крайней мере, она закончена, она раскрашена. Вот единственное, чуть-чуть, да, руки, лицо синеватые. Ну, вот девушка-аватар. Добавила. Я не собиралась, не планировала и не хотела здесь вот эту вот гуашь, типа снег. Хотя раздел зимы. То есть как бы снежный. Можно, мне кажется, даже больше сюда зимы было добавить. Но я вроде не хотела, думаю, везде снег, снег, снег. Как-то интересно. Но потом в последний момент все-таки добавила, потому что, опять же, хоть как-то... Ну, не то чтобы прям выбелить, но чтобы не такая темная она была. В общем, в целом, довольна тем, что я закончила этих 2 дам. По крайней мере, у меня теперь совесть чиста. Она раскрашена, она не заклеена, не вырвана, не убрана, эта страница.
То есть, ну, уже что вышло, то вышло. Вот такая девушка зима получилась. Здесь карандаши. Поверх добавила гелевые ручки, чтобы хоть как-то, опять же, да, вот, я не знаю, видно, нет, блестела, сверкала, пыталась как-то это все. Не хочет сегодня камера. Тут тоже звезды гелевой ручкой выделила. Все остальное карандаш, ну и совсем чуть-чуть гуаши. А здесь вот это вот чернила кахеноровские. Вот. Чернила, тушь. Наверное, тушь, не чернила, прошу прощения. В общем, вот такие получились работы. Ну, в целом я довольна, почему нет. Теперь осталось этот разворот. Но здесь, как я уже говорила, не особо-то страшно, не проблема. Проблема больше будет, опять же, тут. Это исправить аккуратно. Ну, я думаю, здесь уже попроще можно исправить. Вообще, конечно, бумага оставляет желать лучшего в этой раскраске. Раскраска здоровская, раскраска на все как раз вот времена года, но из-за того, что все протекает абсолютно, да, очень, очень сложно. Было еще здесь в планах к Новому году пораскрашивать, но уже, как вы понимаете. Но в целом еще можно. В общем-то, еще Рождество, Старый Новый год впереди, так что почему нет, буду красить. Это, что я хотела показать, я закончила, как и планировала. Но вот с ней уже не успела, поэтому буду сегодня заканчивать. Продолжаю свой хобби-влог. Хочу показать, все не судьба мне, как-то не получалось показать вам. Распечатывал, мне делал муж раскраску. Я как-то говорила, что хочу сделать такую, ну не то чтобы сборник, просто что было, у меня какие были PDF, да, распечатки. Он мне их собрал. Ну и получилось опять же как раскраска. С такой вот обложкой. И опять же, по большей части, ну это девушки, как говорится, портреты. Ничего нового. Так, это вот пыль, вот это от, видимо, ой, как она называется, от Дракола, вот эти вот белые, мусор. Вот такие вот девушки. Здесь, конечно, очень много черного, не знаю, как это все будет, но в этот раз уже бумага именно под карандаши. И автор, иллюстратор, автор, кому как удобно, да. Единственная проблема, я вот все переживаю, как будет камень здесь смотреться, и как это все будет. Кстати, Хэллоуин такой. Это у нас Зумерман или что-то в этом роде. Раскраска, да. Кто автор? Где-то у меня было... Не найду сейчас, если найду, скажу вам. В общем, вот такая девушка с тыквой. Страстная. Так, здесь у нас Джей... ну это, наверное, вот как раз таки иллюстратор, да? Что-то тут Джей Зиммерман или... Ну, в общем, что-то такое. Так, модерн колоринг. Ну, в общем, не буду язык ломать, позориться. Тоже вот, смотрите, к Хэллоуину было бы обалденно. Ну, можно, в общем-то, и не к Хэллоуину красить. Вот такая вот замечательная иллюстрация. Мне кажется, маловатая пружина. Как бы не порвались они, эти листы. Вот такая вот прелесть. Не скажу название, потому что PDF были. Решила попробовать распечатать. Поэтому вот такая девушка. Дальше у нас идет вот такая. Да, Дженнифер Зиммерман. Или что-то в этом духе. У нас 20-й год был. Дальше вот такая прелесть летняя. Прям совсем. Вот такая вот феечка уже. Мне что понравилось еще здесь, то что они все, ну вот, вроде как портретные тоже, да, и в то же время разноплановые. С лилиями девушка. Дальше вот такая вот красивая. Здесь вот и плющ, и вороны. Вообще прям прелесть. Единственное, я же говорю, немножко смущает вот это все черное, как будет смотреться. Но с другой стороны, может быть, наоборот, в помощь будет. Вот видите, проблема у меня. Мне кажется, пружина маловато для этих целей. Вот такая вот девочка красивая.
Вот такая девушка зима. Я вот планирую в ближайшее время ее попробовать раскрасить. Я думаю, сейчас самое то. Зимний такой вариант. Вот такой вот красивый летний вариант. Вот такие вот с птичкой. Вот такая девочка. Дальше у нас тут есть замечательная русалка. По-моему, не одна, их две тут как минимум. Вот такая вот девушка-русалка. Посмотрите, какая прелесть. Потом с рыбками. Тоже, видимо, русалка. И одна вот такая русалочка будет. Дальше. Ну и как я почему говорила, да, что у меня это сборник. Следующие несколько иллюстраций уже, я так понимаю, другого автора были. И я, ну, ради 3 иллюстраций не будешь делать раскраску, поэтому сюда же определили. Вот такая красивая девушка-медведь. Я ее называю. Просто замечательная. Дальше вот такие две девочки. Очень интересно. Тут уже чуть-чуть такой в стиле ню, да? Девица. Дальше у нас идут вот такая вот красота. Ну, это, наверное, к Хэллоуину прям все можно было приурочить. Да что ж такое? Следующее это вот такая вот красивая девочка. Кстати, можно тоже сейчас вот красить зимой. Русалка. Наверное, нужно было ее после медведя, а потом уже все зимние варианты. Сюда очень красивая, посмотрите. Следующая иллюстрация это вот такая вот девочка. Очень красивая. Тоже, ну, тут тыквы, поэтому я бы, наверное, ее оставила на Хэллоуин все-таки больше. Вот такая вот получилась интересная раскраска. Буду раскрашивать. Подсела на портреты, поэтому буду красить. Не знаю. Попробую обязательно и вам потом расскажу, как насчет вот затемнений этих. Потому что я все побаиваюсь именно этих затемнений, чтобы нормально получилось. Ну а так в целом очень даже иллюстрации просто шикарные. Я вот не знаю, может быть вот эту взять, раскрасить. Вот такая интересная девочка будет. Вот такая у меня еще появилась новинка, о которой все никак не могла вам показать, рассказать. Но вот теперь показала. И можно смело красить. Мне как-то не хотелось ее начинать красить, пока не покажу в чистом виде иллюстрации. Да, вот сейчас вот можно теперь красить. Ну что, буду приступать дальше красить свою мариолу, а потом уже вместе начнем с вами, наверное, красить уже вот эту. Надо как-то ее все-таки назвать. Продолжаю свой хобби-влог. Раскрасила я мариолу на иллюстрацию, как и хотела. И, как и планировала, взяла вот эту вот девушку Зиму. Я так думаю, что Зима от Дженнифер Зиммерман. Раскрашиваю призмами. Решила призмой. Первый раз на черном. Слишком темный такой, прям я бы сказала, фон у нее. Ну, не фон, а сам рисунок. Ну, вот так получается. Не знаю, все сижу уже минут 20, если не больше. Уже то там подкрасила, то там подкрасила. И никак не решу вот эту вот часть, каким цветом ей раскрасить. Как, собственно говоря, и все остальное. Ну, буду сейчас думать, докрашивать. Глазки у нее там, видите, хотелось бы, конечно, верить, что видно, блестят блесточки. Угу. Не хочет. Вот чуть-чуть камера пытается что-то там передать. В общем, на платье, наверное, тоже будет. Я так и не поняла, зима это или русалка. Судя по платью, больше на русалку похоже, но будем докрашивать. В общем, вот такой получился небольшой влог. Сижу, крашу. Ну, а результат уже покажу вам
в конце месяца, наверное. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.